Грохот разнесся по всей квартире, как сухой гром. Лора рухнула на пол кухни с разбитой губой и опухшим глазом. Картофельные драники, которые она жарила, рассыпались по линолеуму, а сковорода продолжала нагреваться. «Я же сказал, что хочу мяса, а не это!» — закричал Дэниел, сжимая кулак и пиво в другой руке. «На что ты годишься, если ужин приготовить не можешь?» Соседи давно привыкли к крикам. Кто-то включал телевизор погромче, кто-то закрывал окно. Лора вытерла кровь тыльной стороной руки. В свои 31 она почти забыла, как это улыбаться без боли. 7 лет брака, и лишь первые 2 Дэниел не поднимал на нее руку. «Прости, милый», — прошептала Лора, поднимаясь с пола. «Сейчас приготовлю тебе яичницу, как любишь». Дэниел презрительно посмотрел на нее. На людях он казался идеальным мужем, трудолюбивый, вежливый, с улыбкой и шуткой. Но дома он был другим. Лора слышала его разговоры по телефону с коллегами. «Да все нормально, Лора готовит». Она закрывала глаза, это был голос чужого человека. Вечером он снова набросился на нее, сначала словами, потом ударами. Швырнул о стену, топтал ногами, выговаривал каждую вину. Но в этот раз внутри Лоры что-то изменилось. Это было не страх и не ярость, это была кристально ясная решимость. Она поняла, никто не спасет, никто не придет. На следующее утро Лора встала с кровати. Тело болело, но впервые за годы она не испытывала страха, только отвращения. На кухне она достала старый конверт с деньгами и документами, хватало на первое время. Она вспомнила свою мечту стать учителем и поняла, сегодня настал момент, чтобы начать новую жизнь. Через неделю Лора уехала в другой город, взяла себе новое имя Марина Смит и устроилась работать в детский центр. Зарплата была скромной, но коллектив добрым, а главное, никто не знал о ее прошлом. Постепенно она восстановила педагогическую карьеру, начала посещать психолога и впервые за много лет могла говорить о боли и страхе. Через год Марина получила диплом о профессиональной переподготовке. Ее уважали коллеги, дети обожали, родители благодарили. Она открыла группу поддержки для женщин, сбежавших от домашнего насилия. А затем вернулась в родной город как эксперт и правозащитница. Суд приговорил Дэниела к 12 годам лишения свободы. Когда его увели в наручниках, Марина почувствовала не триумф, а покой. Она закрыла дверь в прошлое и открыла дверь в свое будущее. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.